Компания ERA специализируется на производстве современных вентиляционных систем. Это российская компания из Рязани, имеется официальный сайт ERA Trade, на котором представлен широкий выбор современной продукции, соответствующего назначения. На рынках Беларуси, России, Украины представлен широкий выбор, широкая линейка различных вентиляторов, поэтому я решил снять это видео, чтобы определиться, стоит ли покупать именно вентиляторы компании ERA. Вентилятор продается в вот такой картонной упаковке. Это модель E125-02. Приобретался в Беларуси на рынке за 37 рублей 50 копеек или $18. В комплекте имеется инструкция, паспорт на 3 языках: русском, английском, казахском, и крепежные элементы для установки вентилятора. Все технические характеристики изложены как в самой инструкции. Она универсальная для многих моделей. Тут широкая линейка моделей. Изготовлена из АБС пластика. Гарантия 5 лет. Имеется ссылка на официальный сайт. И это вентилятор для установки в вытяжку диаметр 125 мм. Есть QR-коды для перехода на официальный сайт. И его характеристики, а также габаритные размеры представлены здесь. Мощность 16 Вт. Объем прокачанного воздуха 140 кубометров в час, уровень шума 36 дБ, потребляемый ток 70 мА, вес 650 грамм и IP24 защита. Напряжение питания 220-240 вольт, 50 Гц. Оснащен тяговым выключателем, установлен двигатель не на подшипниках скольжения. Выполнен корпус из глянцевого белого пластика, никаких таких красочных ярких элементов здесь нет, все довольно блеклое, даже логотип такой серебристый просто. Поэтому в ванной комнате с нежной какой-то постельной отделкой он будет смотреться довольно-таки интересно. Глубина посадки вентилятора в стене составляет 80 мм. Для управления выключателем вентилятора используется такая металлическая цепочка длиной чуть более 40 см. С обратной стороны можно снять сами вот эти вот пропеллер, потянув на себя. Вот таким образом здесь установлен такой вот двигатель. Для того, чтобы его установить, необходимо сначала выкрутить винтик в нижней части. И сама крышка держится дальше на защелочках. Сюда подаем 220 вольт, прокладываем в этом канале и подключаем к клеммнику. И здесь имеется вот такой выключатель. Для крепления вентилятора на стене имеется 4 отверстия на углах. Уровень шума данного вентилятора мы можем оценить, только установив его в канал вентиляции. Поэтому переместимся в ванную, установим вентилятор и оценим его характеристики. Значит, фиксируем на 4 самореза по углам. Кабель питания протягиваем через это отверстие назад. Крепим к клеммнику и закрываем эту крышку. Крышка достаточно тонкая и крепится здесь, в принципе, вверху на защелках. Вот так вот. А снизу фиксируется таким вот шурупчиком. Именно эта модель рассчитана на вытяжной канал диаметром 125 мм. То есть он довольно-таки мощный. Но работает, я бы не сказал, что слишком громко, наверное, как бы стандартно. Если будет играть какая-то фоновая музыка во время приема душа, то, в принципе, работу вентилятора не слышно. Крышка очень тонкая, в принципе, наверное, как называется, слим такой, форм-фактор. И вписывается красиво в любую ванную. И вот это нормализовать влажность после приема душа ему удалось за 15 минут, еще чуть-чуть осталось. Считается 1,80 м на 1,70 м и высотой 2 метра ванная, то есть порядка 6 кубов за 15 минут прокачивает этот вентилятор при закрытой двери. Данный вытяжной вентилятор у меня короткое время еще в эксплуатации, но в принципе я им доволен и могу рекомендовать к приобретению. Но я с вами прощаюсь, всем удачи, подписываемся на канал и до скорых встреч, обязательно увидимся, пока!